Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с американистом Алексеем Наумовым. Он на связи. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте, добрый день, всем привет, рад вас видеть. Подписывайтесь на Александра и на мой телеграм-канал Внешпол в Телеграме. Да, сегодня на самом деле очень такие непонятные вот эти вот ожидания, да, то есть Трамп вышел, высказался, опять старую свою волынку заводит, что, мол, страны НАТО, ЕС должны отказаться от российской нефти, точнее как, полностью, то есть даже вторичные санкции, вот о чем говорит Трамп. Китай уже отреагировал достаточно резко, говорит, мы будем искать, значит, ответные меры и будем жестко отвечать, если это, собственно, произойдет. Параллельно с этим в Украине там череда форумов. Как остановить войну? Ялтинская конференция по безопасности. Джонсон приезжает и говорит, давайте солдат коалиции желающих разместим по отелям. Ох, как много отелей в Украине. Вот в каждом отеле, чтобы были, давайте. Ну и параллельным курсом, да, вот это вот все, как вот красной линией нам чертят, санкции, мощный ответ. Короче, вообще никто не хочет договариваться. И, собственно, вот это вот Трамп, да, который говорит, что так ненавидит один Владимир другого, что вот прям без него не обойдется, и он будет как бы модерировать этот разговор, опять нас перебрасывает куда-то в будущее, мол, когда-то они встретятся и что-то решат. Как вы видите, вот этот санкционный кейс, Медведев сегодня говорит, что если, собственно, заберут активы и начнут сбивать беспилотники над Украиной страны НАТО, то это фактически война России и НАТО. Нас куда вообще ведут? К войне тотальной, еще большей? Или все-таки это такая пена, которая осядет, и мы выйдем на какой-то мирный трек? Да, я не думаю, что нас ведут к тотальной войне. Я думаю, что нас ведут, конечно, к какой-то договоренности. Но эта договоренность должна, что называется, отражать сложившиеся реалии на Земле. Что касается решения Трампа и слов Трампа, которых вы упомянули, стало очевидно, что от Дональда Трампа ждали ультиматум в отношении России, он выдвинул ультиматум в отношении НАТО, в отношении Европейского Союза. Он говорит, воюете вы как-то с Россией несерьезно, воюете вы как-то половинчато, и если вы хотите, чтобы американцы активно помогали Украине, так сами начните хотя бы что-то делать. Его это предложение касательно санкций и таможенных пошлин в отношении Китая и Индии, это на самом деле несерьезное предложение. Оно выдвинуто только для того, чтобы ничего не вводить и никаких действий против России не предпринимать. Очевидно, что Турция сегодня, которая является членом НАТО, не может позволить себе остановить закупки российской нефти. Ну и уж я не говорю там российский газ и так далее. Есть страны внутри Европейского Союза, которые также не готовы отказываться от российских энергоресурсов. Поэтому Дональд Трамп этим решением, по сути, закрыл вопрос введения санкций против России, по крайней мере, на краткосрочную перспективу. И на самом деле, если посмотреть на ситуацию объективно, поступил, в общем-то, довольно... Ну, как сказать, что ли, честно, откровенно, вы хотите, чтобы США помогали Украине. А сами-то вы что делаете? Почему вы, как бы воюя с Россией, покупаете у нее энергоресурсы? Почему вы продолжаете сотрудничество? Почему вы не всерьез воюете, а от США требуете воевать всерьез? И это действительно такая непроговоренная правда всего этого конфликта. Он как бы никогда не был тотальной войной. Всегда, ну, то есть Россия всегда говорила, мы открыты к взаимодействию с Западом, нам нужны просто справедливые условия. Запад на словах никакому взаимодействию открыт не был, но продолжал покупать там что только не. Использовалась Индия, вы знаете, для буквально отмывки российской нефти. То есть Запад громко заявил, там, Европейский Союз, мы не покупаем российские нефтепродукты, а мы покупаем индийские нефтепродукты. А из чего они сделаны? Мы не задаем этих вопросов. Очевидно, сделаны они из российской нефти. И Трамп обратил внимание на всю эту галиматью и, соответственно, выдвинулся уже свой ультиматум. Или вы всерьез воюете, или мы воевать не будем. Я думаю, что его расчет такой. Конечно, отказываться от российской нефти Европейский Союз и страны НАТО не будут. Конечно же, они не будут вводить никакие таможенные пошлины в отношении Китая. Это подрыв экономики. И вообще это, конечно, выстрел в ногу Европейскому Союзу, который всегда выступал вот на внешней арене за свободную торговлю. Так что я думаю, сейчас мы получили еще одно железобетонное доказательство того, что Трамп не хочет вводить санкции против России. Я об этом много раз говорил. И
ведет, соответственно, к договору. К какому договору может вести Дональд Трамп? Украина проигрывает войну на поле боя. Давайте будем здесь честны. Сегодня я вот буквально за несколько минут до эфира увидел заявление Кита Келлога, что на самом-то деле Украина выигрывает, потому что Россия не контролирует Одессу, Россия не контролирует Киев и другие города. Собственно, на мой взгляд, это очевидное переформулирование принципов победы. Если раньше говорили про границы 91-го, потом про границы 92-го, то сейчас говорят, ну, хотя бы Одесса и Киев, что называется, наши. То есть украинское общественное мнение каким-то образом готовит к новому образу победы. Так что мы пока еще, что называется, повоюем, но придем в итоге к договорному решению. Ни Россия не контролирует Киев, ни Украина не контролирует, не знаю, что там, Курск, да, понятно. Поэтому ни о какой победе Украины здесь говорить не приходится. Тотальная победа России, ее никто никогда не заявлял как цель российской военной операции. Поэтому мы придем к договорному решению, когда Украина согласится на реальные условия, когда ее желания совпадут с ее реальными возможностями. Пока украинская страна хочет больше, чем может себе позволить. Поэтому продолжается все, к сожалению. Ну, видите, как это удобно очень, перевертыши такие, да. Россия хочет больше, чем может добиться, например, на поле боя. Она же хочет и те области, которые она не завоевала. Да, добивается вроде. Ну, смотрите, то есть не завоевала, да, Херсон, вот смотрите, да, там, Запорожье, как областной центр имеется в виду. Поэтому тут такой момент. И вот этот вот цинизм, Я отвечу. Мгм. цинизм такой, ну это вот как, кто там, Ступ слово держит на Ялтинской конференции, говорит, смотрите, Путин проиграл по всем фронтам, границы НАТО увеличились, Украина уже никогда не станет там российской, а она стала европейской, уже стала вроде как европейской. Вообще вот эти мантры по поводу европейскости Украины, они, конечно, завораживают. И понятное дело, что там за 4 дня хотели взять Киев, всю страну, а взяли там 4 года воюют. Вообще, конечно, вот эти словеса и вот эти гости, мне кажется, что вот ты смотришь на поле боя, какая война идет, насколько она тяжелая, насколько она длинная, насколько там, кровавая, и смотришь на вот этих вот ребят в костюмах, которые поприезжали, и давай там как бы трактовать реальность, причем как-то по-своему. Такое ощущение, что ну, там, не умирает никто на этой войне, что это какой-то фильм какой-то о войне, или компьютерная игрушка, где две команды с страноводами вот этими сидят и соревнуются. Абсолютное отторжение реальности, абсолютная какая-то конструкция, вообще просто фантасмагоричная. Ну, справедливо. Вообще современная война, она очень не похожа на войны прошлого, особенно если мы говорим о тотальных войнах. Смотрите, давайте я вкратце в эту историю погружусь. Вообще войны до эпохи французской революции, до наций, до вот этих вот глобальных каких-то конфликтов, они были довольно, что называется, локализованы. То есть у вас есть там элита, феодалы одного короля или какого-нибудь там, да, или даже императора, да, и они, собственно, идут войной на феодалов другого, значит, сюзерена. Они воюют, крестьянам говорят, все, у вас теперь будет новый лорд, а крестьяне как бы жили, так и продолжают жить. Со времен французской революции, когда у нас появилась концепция вооруженной нации, когда каждый гражданин должен был встать на защиту Отечества, да, вот это вот Отечество в опасности, тогда у нас началась эпоха конфликтов между народами буквально, когда не просто какие-то феодалы воевали, а воевали, что называется, граждане одной страны против граждан другой. И тогда получилось так, что поражение в войне – это поражение всей нации. Это не какие-то проиграли феодалы, а проиграла вся страна, весь как бы коллектив. Потом мы увидели, что появились уже индустриальная революция произошла, появились всякие танки, самолеты, пароходы, война стала тотальной, средства массовой информации у вас с каждого утюга. Ну вот Великую Отечественную войну вспомните, ну буквально же, да, воевали все, да, вся страна была в режиме войны. Сейчас ну, как бы,
в Киеве, что называется, ночные клубы, в Москве ночные клубы. Для многих война остается на экранах смартфонов, для многих война остается на каких-то гаджетах. Причем еще понятно, что с украинской стороны есть вот это, как, прошу прощения за использование украинизма, бусификация, да, есть эта история, когда людей тащат на улицах и кидают в мясорубку. Да, но, грубо говоря, соседа в мясорубку кинули, а ты дальше пошел домой играть в игру с танками, самолетами и кораблями. И тебе как бы ничто больше не мешает. Поэтому действительно складывается такая ситуация, когда для многих война идет только в телевизоре. Особенно это касается еще тех людей, которые, например, уехали. Я регулярно вижу, когда, знаете, в Польше проходит футбольный матч, и фанаты разворачивают огромный украинский флаг. Типа, ребят, что вы не на фронте? У вас буквально дома идет мобилизация. Вы, конечно, здесь воюете на трибуне, и это довольно унизительно выглядит по отношению к вашей стране. Если вы ее так любите, чего же вы ее так не защищаете? Вот, да, и поэтому, и именно поэтому, понимаете, вот я думаю, что человек, который сидит в окопе там 14-й месяц, он гораздо лучше понимает реальную ситуацию на земле, чем человек, который идет по улице украинского или польского или американского города, видит в Телеграме какое-нибудь, значит, сообщение, как Украина всех победит, и такой, да какой договорничок, да сражаться до границы, вы что, охренели, что ли? Какие вообще переговоры с этим Путиным? Вот, я думаю, что вполне такая ситуация есть. Поэтому мы заложники вот этого медийного, что называется, медийного понимания войны. Для большинства людей, которые следят за конфликтом, это конфликт исключительно как в компьютерной игре или в кино. И именно поэтому вот эти люди не дают людям, которые буквально на фронте находятся, что называется, найти какой-то компромисс, найти какую-то договоренность. И действительно, мы живем в эпоху Телеграма и ТикТока, и мы буквально этим Телеграмом и ТикТоком оказываемся отравлены. Мы все с вами вроде как воюем, но что-то нам надоело воевать, мы бац, кнопку нажали, телефон положили, и война для нас закончилась. И это, конечно, ужасно безответственно в том плане, что лидер страны, тут я говорю, конечно, о Владимире Александровиче, небезызвестном, должен как бы понимать реальность. И я думаю, что здесь такая ситуация, что Владимир Зеленский не является вообще каким-то умелым политиком. Он как бы очень хорошо сыграл свою роль касательно вот этого Черчилля и так далее. Это было успешно, да, это было эффективно с его точки зрения. Сейчас пришло время принимать непопулярные решения. А когда вы заложник роли Черчилля, вы не можете принимать непопулярные решения. На вас давит вот эта общественность в телеграмах и тиктоках и требует от вас продолжать быть Черчиллем. А вам придется быть не Черчиллем, а каким-нибудь, не знаю, анти-Черчиллем. Вам придется как бы говорить, ну да, извините, мы проиграли, что ж, не надо было нам, что называется, нарываться. Но нет. И поэтому, и во многом поэтому все продолжается. И я вкратце, в паре, так сказать, предложений, хотел вернуться к той ситуации, которую вы сказали в начале своего ответа. Да, действительно, Россия пока не добилась всех целей, поставленных силой. Но мы люди, человеки разумные, и нам дана возможность делать прогнозы. Нам дана возможность посмотреть на карту сражений, посмотреть, куда это все может прийти и куда это все может завести. Я слышал, что, значит, Зеленский говорил, что лучшие санкции – это удары по российским НПЗ и так далее. Но, во-первых, мы видим, как снижается планка его требований. То он требовал от всего мира осудить Россию, то требовал от США ввести санкции. Теперь уже говорит, ну, не надо ничего, мы как-нибудь сами. В общем, это, знаете, похоже… Есть такое… В интернете есть такой мем. Он называется… Копиум или хоупиум, вы знаете, да, когда вы как пары опия, значит, там вдыхаете какие-то новости или какие-то заявления украинских политиков и говорите, да, ой, да, удары по НПЗ, ох, Россия трещит по швам, и как бы и хорошо, и продолжаем дальше, выключаем телефоны и забываем, потому что нам это не очень нравится, что там происходит. Поэтому да, мы заложники медийности. Все-таки вот медиа составляющая, это понятно. Но и в самих Соединенных Штатах Америки такой достаточно, Алексей, ну прям очень и очень неприятный период внутри. Значит, сразу несколько позиций. Первое. Да, Вашингтон хочет Трамп передать под федеральное управление.
там руководитель демократ его не устраивает. В общем, этот порядок на улицах — это вот прям топ-тема последних дней. Особенно на фоне убийства Кирка. И вот сообщают, что там молодые люди в такой же, так сказать, футболке закладывали взрывчатку возле места гибели политика. С другой стороны, Тулси Габбард заворачивает отчет аналитический, глобальный. И это прям большая проблема, потому что ее критикуют, говорят, как так? Ну как так? Там раз в 4 года, да, с 97 года, говорят, как это так? 30 лет, как это Америка без отчета? Она говорит, там повестка, климат этот ваш, вот это вот политические мантры все, мне это не нужно. И это тоже такое проявление кризиса. Ну и, конечно, вот эта сама безопасность внутри Америки. Как вам кажется, Трамп, который как бы внутри плохо справляется, сильно пригодится снаружи для решения тех или иных конфликтов? Да, это хороший вопрос. Действительно, я, изучая американские, что называется, общественные тренды, вижу такую историю. Людей на самом деле тревожит ситуация, что много денег вливается в Украину, а дома беспорядок. Дома, вы упомянули убийство Кирка, Кёрка, кстати, блин, никогда не понимал, почему этого Кирк, но он читается типа Чарли Кирк, почему Кирк, ладно, короче. Собственно, убийство-то Ирины Заруцкой, на самом деле, тоже потрясло американское общество, поскольку, ну, буквально, вы входите в автобус в американском городе, а там, ну, буквально какие-то адские джунгли, и там какие-то люди совершенно неуравновешенные, люди с психиатрическими диагнозами, люди с оружием могут на вас напасть, и им ничего не помешает, да, и... То есть такая ситуация, когда внутри страны разрушается инфраструктура, внутри страны проблемы с безопасностью, внутри страны разруха, буквально, да, то есть мы... Часто, знаете, для меня это в свое время было откровением, когда, ну, первый раз приехал в Америку, ну, и есть как бы некое вот такое постсоветское впечатление о жизни в США, да, где как бы все хорошо, а там буквально, да, дороги там в Нью-Йорке, в городе, да, хуже, чем, я уж не говорю в Москве, чем в каком-то областном российском городе. И вот эта ситуация, когда бездомные на тебя там лезут в Сан-Франциско, в трамвае на тебя, ну, буквально нападают, и никому до этого нет дела. В Сан-Франциско на улицах там какие-то испражнения лежат. Это кошмар с точки зрения, понимаете, восприятия жизни в наших постсоветских реалиях. Даже в неблагополучных городах как бы такого редко увидишь. Я всем советую посмотреть какие-то кадры в интернете, буквально вот, да, реальная жизнь в Сан-Франциско, реальная жизнь Нью-Йорка, увидите, как эти городки бездомных на улицах и так далее. И людей это тревожит, людей это смущает, людей это ну, буквально обескураживает. Зачем мы вкладываем миллиарды долларов в Украину, которые не приводят к победе, когда у нас дома разруха и раздрай. И поэтому мы видим, как люди начинают беситься, люди начинают буквально восставать. Все эти... Вот только что в Соединенном Королевстве прошел этот огромный митинг правых сил. Даже не столько правых, сколько людей, которые такие, да что вы вообще делаете? Почему мы идем куда-то не туда? И вот это ощущение, что идем куда-то не туда, оно повсеместно сейчас на Западе чувствуется. И вы видите, это не только Трамп на самом деле, это Стармер, это Макрон. Люди, которые вроде бы снаружи хотят выглядеть сильными, победителями, такими людьми, ведущими за собой мир, дома сталкиваются со страшными, вообще страшными событиями, с падением рейтинга и так далее. Поэтому, что касается Трампа, я думаю, что да, понимаете, вот обратите внимание, что для него убийство Кёрка куда более важная история, чем Украина, потому что он не президент мира, он президент Соединенных Штатов, и для него, конечно, все это рассматривается в первую очередь через внутриполитическую линзу, а не через внешнеполитическую. Для него внешняя политика – это инструмент заработать очки в политике внутренней. Я миротворец, я положил конец войне, я не то, что этот старый ужасный Джо Байден, и я ситуацию исправил. Поэтому, да, я думаю, что все равно как бы мощь американского государства при этом настолько велика, что им хватит сил заниматься внешними кризисами при наличии кризиса внутри, но, пожалуй, не бесконечно. То есть сейчас не то, что там Трамп окончательно уйдет со сцены и будет заниматься разгребанием мусора внутри, но
разгребание мусора внутри будет занимать все больше денег, все больше внимания. И мы уже видим, что уже сейчас оно для него важнее, чем внешняя политика. Он президент США, а не президент мира. И это, что называется, ощущается. Ну, знаете, тут как бы президент мира Рубио поехал к Нетаньяху, у них там приватная встреча была, они там у стены плача записочки совали. А по большому-то счету трагедия-то разворачивается на Ближнем Востоке и продолжается разворачиваться в Газе. Люди совершают массовый исход из Газа. Ну, там по-разному сейчас дают разные оценки. Ну, в общем, 30% населения уже передвинулось, еще там в пути какие-то тысячи. А Израиль будет жестко зачищать и продолжает зачищать Газу. То есть вопрос не решен. Или если решен, ну каким-то таким людоедским, ужасным способом. И это на фоне того, что вот смотрите, Трамп положит конец войны на Ближнем Востоке. А похоже, ситуация стала еще более запутанной и тяжелой после ударов по Катару, где переговорщики от Хамас, ну там игры спецслужб, турецкая разведка предупредила, вроде как там не достиг своей цели полностью этот удар, но тем не менее Нетаньяху говорит, это я, смотрите, это я, а там через пару дней у него, например, Рубио на аудиенции. Ну, то есть нам Ближний Восток в принципе показывает судьбу Украины, что все продолжается, ничего не заканчивается, заявления заявлениями, плюс какие-то там новые вспышки, новых каких-то, ну, там, фрагментов эскалации или вот политического кризиса, который расширяется, как бы выплескивается наружу. Вот очага войны, например, Цахал против Хамас. А страдают, получается, ближние страны. Получается, что здесь Украину тоже ждет такой путь. Вы знаете, конфликт на Ближнем Востоке и конфликт в Восточной Европе имеют одно коренное отличие для Дональда Трампа. Конфликт в Европе – это опасно для США. Он может повлечь вовлечение в войну с Россией, которая смертельно опасна для Соединенных Штатов. Страны вокруг Израиля не являются теми странами, которые несут опасность или угрозу США. В этом плане вовлечение в войну на Ближнем Востоке для США во многом безболезненно. Я, опять же, говорил для вас, в смысле для вас, у вас говорил только что Дональд Трамп воспринимает внешнюю политику как инструмент для продвижения политики внутренней. В США, особенно среди сторонников Трампа, есть довольно большое количество людей, которые считают защиту и поддержку Израиля в любой ситуации важным политическим приоритетом. Это не только евреи, вот реально не нужно путать еврейское лобби и израильское. Оно как бы не еврейское, не только еврейское. Очевидно, что там есть и евреи, но есть большое количество христианских сионистов в американских правящих кругах, для которых поддержка, вот там Тед Круз какой-нибудь, например, да, вот он христианин, но он искренне поддерживает Израиль и поддерживает сионизм, то есть право евреев жить на земле, да, на земле вот той, там, Палестина, назовите, или там Израиль, или как хотите. Вот, и для него поддержка Израиля в этом плане крайне важна. Если мы посмотрим опросы, то 65% демократов считает происходящее в Газе геноцидом или массовым убийством. 67, там буквально вот такая ситуация параллельная, процентов республиканцев не считают это геноцидом или массовым убийством. Поэтому для Дональда Трампа поддержка Израиля полезна для его рейтинга. Она не несет больших внешнеполитических рисков. И в целом как бы приятно и хороша. Да, тут не останавливаемся на моральных вопросах. Если мы говорим про Украину, то, во-первых, поддержка Украины среди его сторонников мала. Во-вторых, она несет угрозу Соединенным Штатам. И поэтому, если мы эти два фактора рассмотрим, то мы видим, что для него Украина совсем не тот приоритет. Более того, кто основные сторонники Украины? Европейский Союз. Европейский Союз – это враг Дональда Трампа. Это люди, это глобалисты буквально. Те, которые не любят Дональда Трампа, и он не любит их. И ослабление Европейского Союза Дональду Трампу, в общем-то, выгодно. Мы видим, что Европейский Союз сейчас и так принимает правила американской игры,
подписывает торговую сделку, которая невыгодна Европейскому Союзу и гражданам стран ЕС, и в целом вообще и так находится в подчиненном положении. И если его ослабить Украиной, то он будет еще более покорным. Поэтому да, я думаю, что вот так вот два конфликта отличаются. А это невыгодно с внутренней точки зрения и опасно для США. Поддерживать Израиль выгодно с внутренней точки зрения и безопасно для США. Вот так. Мгм. Ну, вовсю, конечно, опотужнились украинские разные информационные ресурсы. Все, страница перевернута. Понятно, там Келлог наговорил, да, там, с три короба. Но и Трамп сам говорит, что называет Россию страной-агрессором, представляете? Он вшил вот это понятие в ответ на вопрос, мол, ну там, много солдат погибает, 8 тысяч, там каждый день, больше у России, ну понятно, что ты теряешь больше, когда ты агрессор. Все, зацепились за эти слова, схватили Трампа за язык и понеслась. Ну вот это вот как, помните, раздули, когда Байден говорил «Путин убийца», ну вот, включились все тогда, и с каждого утюга это звучало. Сейчас вот это проворачивают с Трампом такую историю, причем проворачивают каждый раз. А Трамп выходит и говорит то одно, то другое, то третье, то пятое. Он утром, он днем, он ночью, он вообще разный, да, Трамп сам по себе, по своим заявлениям. Поэтому тут этот метод как бы схватить за язык не работает. Как вам кажется, вот то, что делает Трамп в направлении Беларуси, это признак чего? Вот сейчас сфокусирована, сжата вот эта точка, да? Запад 2025, дроны залетают на территорию Польши, они с теми 19 дронами уже просто говорили, вот Сикорский там приезжал, говорит, если бы это по меркам Украины, это был бы стопроцентный успех, а все так не поняли, в смысле, 19 дронов залетело, 4 сбили, стопроцентный успех, если перенести это на Украину. То есть получается, что Сикорский в курсе реальной статистики сбития тех или иных ну, летательных аппаратов вооруженными силами Украины. Понятно, что там не привыкли еще выписывать статистику, где все поразили, все цели уничтожены. Это какой-то такой наш исключительный такой прием, да, то есть написал, что все сбили, ну и хорошо, все сбили, отлично. А там вот такая, там сейчас очень серьезная опасность. Одни говорят, сейчас пойдут после учений российские войска к Калининграду. Другие говорят, да нет, не пойдут, будет провокация со стороны Польши. Гартон говорит, что F-35 атакуют Калининград, танки заходят, да, там российские. В общем, такие жути нагоняют. А, простите, Трамп посылает Коула, пишет письмо такое, ну просто как... И Лукашенко сидит как девица, вот это, да, улыбается, как вроде ее сватать приехали. И он так и смеется, и так и стесняется где-то, говорит, вот, за теннисисткой следит, запонки подарил. Получается какая-то, ну, очень интересная игра. Помните, было такое выражение «окно в Европу», Петр Первый прорубал. Такое ощущение, что Трамп как бы решил прорубить окно в Россию через Лукашенко. Да, это хорошее наблюдение. Пару слов по поводу господина Гордона. Мне кажется, смотреть его себя не уважать. Я видел обложки про 100 тысяч фламинго, которые летят на Кремль. Путин сбежал. И буквально, то есть потреблять информационный мусор не нужно, поскольку это, ну, себя не уважать, да, давайте анализировать ситуацию такой, какая она есть на самом деле, потому что когда вы начинаете врать вашей аудитории, вы ее не уважаете. И не нужно поощрять людей, которые не уважают свою аудиторию. Всегда нужно относиться к людям уважительно, даже если вы с ними не согласны. Вот, это краткое отступление. Надеюсь, оно не сильно повредит нашей программе. Смотрите, безусловно, есть два параллельных процесса. Есть процесс попытки налаживания отношений с Россией, который ведет Дональд Трамп. Он ведет эту попытку как напрямую, так он и ведет ее через Александра Лукашенко. Что касается его слов про агрессора, не нужно цепляться к этим словам. Почему? Когда Джо Байден говорил про то, что Владимир Путин называл его убийцей, это было политическое заявление. Это было намеренное политическое заявление, целью которого было подчеркнуть, как американский президент относится к своему российскому коллеге. То, что говорит Дональд Трамп, не является политическим заявлением. Он говорит, что, ну да, когда вы как бы атакуете, когда вы нападаете, когда вы агрессор, вы, естественно, теряете больше. Это заявление было сделано в ответ на вопрос. Оно было сделано
грубо говоря, для объяснения своей позиции, и оно не выглядит политически значимым заявлением. То есть это не значит, что после этого он ввел санкции против, это не значит, что после этого он начал поддерживать Украину таким образом и так далее. Поэтому Дональд Трамп хочет эту ситуацию устаканить, и он постоянно это подчеркивает. Вот в недавнем заявлении, когда он делал ультиматум в отношении Европейского Союза, он говорит, это война Байдена и Зеленского. Он не хочет втягиваться в этот конфликт, и он не хочет, чтобы США втягивали в этот конфликт. Европейский Союз вслед за Зеленским хочет, чтобы США втягивались в этот конфликт. И вот это основная причина разлома между США и Европейским Союзом, между США Трампа, потому что Джо Байден был готов до определенной степени втягиваться в этот конфликт. Трамп этого не хочет, и он, наоборот, уходит, пытается расставить ситуацию таким образом, чтобы выйти из этого конфликта и вывести оттуда себя лично в том числе. Поэтому все равно все карты в руках у США, и как вы, Соединенные Штаты, в конфликт не втягиваете, если они не хотят, то они этого и не сделают. Здесь у Европейского Союза роль агрессивного просителя, то есть человек, ну как бы стороны, у которой нету козырей, но которая приходит и очень громко под вашей дверью топает, стучит в эту дверь, говорит: срочно помоги, срочно нужна твоя помощь, срочно что-нибудь сделай. Но сил повлиять на это у Европейского Союза на самом деле нет. Подчиненное положение Европейского Союза в отношении США было продемонстрировано торговой сделкой. А Трамп, как мы видим, всеми силами препятствует этому. Поэтому, да, это два параллельных процесса. Попытка втянуть США в конфликт и попытка Дональда Трампа от этого конфликта как-то постепенно отойти. Он не отойдет до конца, думаю, но будет сохранять такое почтенное расстояние. Он хотел бы примириться с Россией. Почему так говорят мало о заявлении Джей Ди Венса, вице-президента, который говорит, ну да, мы хотим с Россией налаживать экономические связи, нравится вам, не нравится, у них много ресурсов, большая территория. Ну то есть вот как они относятся к России. Вполне трезво, прагматично, без каких-то очков холодной войны, да, напяленных себе на лицо. Поэтому, да, два процесса, но процесс не втягивания США в войну будет главенствующим, потому что так хочет Трамп. А это важно. Получается, что осень будет черной, зима как бы темной, холодной, голодной в Украине. Потому что вот мы видим, собственно, ничего не кончается, все только как бы набирают обороты. Я не знаю, вы говорите, нет козырей. Как же нет козырей? Ермак вообще выходит и говорит на этой конференции, что мы не отдадим взамен прекращения огня России замороженные активы. А вот так вот слушаешь, а какие у Ермака есть замороженные российские активы? Тоже ведь вопрос, правда? Ну, то есть он уже себя ассоциирует, вот мы, это вот они, вот эти европейцы, которые там, это вот Борис Джонсон, которого достали, отряхнули с него пыль, или песок греческий, да, после отдыха, и поставили. И он там то в Одессу съездил, то давай рассказывать, как надо вводить войска, где их расселять, то еще что-то. Вот Келлог, который, да, опять приехал, и Зеленский его подкалывает, говорит, лучшее ПВО в мире, смотрите, по нам не стреляют, приехал Келлог, дай паспорт я ему дам, да, чтобы защитить столицу. Ну, как Котом вот, назовем его, да, китом. Кит, ну это кот, кит. А в общем, русском-то вообще целый кит. ну, в русском-то целый кит, да, а так Да. котик получается. Мгм. В общем, за вот этой ширмой заявлений нас ждет суровая действительность продолжения войны. Зеленский прямо в вечернем обращении прошлом угрожает там порту, где перевалка нефти осуществляется в Ленинградской области. То есть мы понимаем, что все будет продолжаться. Украина будет наносить какие-то удары по НПЗ, да, Россия будет бить, как сейчас вот они бьют по железной дороге, по энергообъектам, в общем, и, Мгм. собственно, инфраструктурная война нас ждет, последствия которой, ну, вот оценить сейчас достаточно сложно, оценим, наверное, зимой. Так что является тогда целью у вот этой партии войны, которая сейчас так громко кричит из Киева?
Хороший вопрос. У партии войны, на мой взгляд, сейчас есть следующая цель. Необходимо перед тем, как соглашаться на условия России, на условия Путина, что-то получить, что-то приобрести, что-то себе в актив записать. Потому что все равно на эти условия когда-то придется соглашаться. Так зачем соглашаться просто так, если можно еще потопать ножками, посопротивляться и попробовать получить себе что-то еще? Здесь есть некая такая большая проблема, что все равно соглашаться на них надо. И все вот эти вот истории с сопротивлением, они приводят к потерям в живой силе, к потерям в технике, потерям в экономике, потере буквально в народе. И стоит ли оно того, если исход все равно будет, что называется, предрешенным? Поэтому надежда что-то себе выторговать. И я думаю, что российская сторона может этому противодействовать следующим образом. Если она заявит, что в случае дальнейшего сопротивления объем наших требований увеличится. Увеличится он вот так вот, четко. Вот на это. Вот это мы еще потребуем. Если вы сейчас же прекратите сопротивление и согласитесь на вот это, то мы вот это требовать не будем. Я думаю, что это может понудить некоторое количество украинских политиков согласиться на то, что сейчас предъявляется. Потому что даже если напрячь всю объективность, я, честно говоря, не вижу путей выхода из конфликта, выгодных Украине. Украина выбирает наименее плохой вариант для себя. Хороших вариантов не осталось. И наименее плохой вариант – это то, что сейчас нужно выбрать. И каким он будет? Пока оба варианта, то есть у Украины есть вариант или сейчас согласиться, да, или еще просопротивляться. Итог один и тот же. Если Россия выдвинет требования, которые сделают итог хуже, в случае дальнейшего сопротивления, помимо потерь жизни людей, к которым уже как бы все привыкли, то это может ускорить процесс. Но пока этих требований не выдвигается, и покуда украинская армия сохраняет способность к сопротивлению, мы видим, что боевые действия продолжаются, конфликт идет дальше. Так что вот, партия войны рассчитывает хоть что-то, хоть какую-то рыбку из этой мутной реки все еще выловить. Или для себя лично, или для Украины, и каким как бы интересом, то есть для интересов Украины, какими они их сами видят. Вот, скажу так. Интересно, что параллельно развивается какая-то вот лютая история, такая вот она, такая полуидеологическая. Вызвали эти все волны обсуждений, в общем-то, интервью Пугачевой. Украинские политики. Безуглая прям разбирает вот все от и до. Российская либеральная оппозиция в изгнании, которые уехали, то же самое. Все как бы там. Запускается история, что это Ходорковский дал $1 миллион, чтобы это интервью вообще появилось. Ну и все как бы обсуждают. И с одной, и с другой стороны. Как вы относитесь к Пугачевой и ее вот этому выходу в свет медийно, публично, не, давайте так, не эстрадно-творчески или личностно, не мемуаристикой она в этом интервью, да, именно конкретно политической деятельностью занялась Пугачева, выйдя вот в этот, скажем так, под этот софит. Алла Борисовна Пугачева, безусловно, занимает большую нишу, да, играет большую роль в таком массовом постсоветском сознании. Безусловно, все мы помним анекдот про Леонида Брежнева как мелкого политического деятеля эпохи Аллы Борисовны Пугачевой. И как-то ее там особенно ругать, клеймить, называть ее там, я видел такое, знаете, характеристику на одном из российских телеканалов, жена иноагента Галкина. Как вам? Вот, безусловно, она, конечно, помимо того, что жена иноагента Галкина, талантливая певица, да, большая величина буквально, да, и поэтому ее ждали высказывания, очевидно, но, честно говоря, вот внутри российского социума я не вижу какого-то большого обсуждения. Очень много внимания было, знаете, каким-то ее отдельным заявлением, но скорее не каких-то политических, а вот типа, про Дудаева она положительно высказала. Зачем? Понятно все с Дудаевым, да, но вот в российском обществе к нему однозначное отношение, как к врагу, да, можно там говорить, что он лично там какой-то там был, но это враг,
и относится к нему соответствующе. И это во многом дезавуировало всю ее позицию, потому что такие реперные точки, которые буквально задевают людей за живое. Зачем это было нужно сделать? Кому это было нужно? Поэтому я полагаю, что все-таки, несмотря на большое значение Аллы Пугачевой, на большую ее роль в культурной жизни страны, это интервью наделало больше шуму за рубежом, чем внутри России. Да, безусловно, сам факт этого интервью приковал внимание, типа, а ты слышал, наконец Пугачева высказалась. Хотя раньше она молчала, да, и делала только заявления такие, да, что вот люди там меня, которые слушали, меня слушают, мои там сторонники, мои там, вернее, фанаты и так далее. Но я бы не переоценивал политического значения этого интервью. Я не вижу в России никакой партии Пугачевой, людей, которые там с ней солидаризируются очень сильно и готовы за ней пойти. Это не умаляет ее профессиональных заслуг. Песни по-прежнему ее звучат там на радиостанциях, и свою, конечно, бессмертную роль она вписала в историю, да, России. Но сейчас политические последствия ее интервью скорее больше видны в среде людей, которые покинули Россию и наблюдают за ней со стороны. Знаете, такую слышал оценку. Все смотрели, мол, интервью Пугачевой, и, наконец, как будто все снова оказались в одной стране, да, частью единого культурного пространства. Поэтому, безусловно, сам факт интервью здесь оказался важнее, чем конкретные заявления. Что нового она сказала? Она считает, что страна ее предала. Хорошо, конечно, имеет право на свое собственное мнение. Но какой мы вывод из этого делаем? Какие последствия это имеет для общества внутри России или снаружи? Да, в общем-то, никаких. Это скорее про ее саму. Ну и к тому же, понимаете, довольно странно звучала история, что она уехала не из-за того, что была не согласна с политикой России, а когда личные договоренности с представителями российской власти не выстрелили так, как она того ожидала. Опять же, она имеет право на любую точку зрения, и как бы все могут высказываться, всех уважаем, всех выслушиваем, но, правда, больших политических последствий внутри России я, честно говоря, не вижу. Поэтому вот так, да, может быть, как-то не очень я как-то ярко ответил на этот вопрос, но действительно, больших последствий, правда, не прогнозирую. Это может быть, вот такой заготовкой, что ли, если так конспирологически посмотреть на ситуацию. Мы же видели, как идет такая вот бомбардировка, информационный прогрев. То есть, ударили по Кабмин, Искандер. Потом трагедия в Донецкой области с этими пенсионерами. Потом дальше дроны в Польше. А дроны в Польше, наверное, еще будут год обсуждать. Вот эти 19 дронов, это прям... Потом дальше, следующее, там накачка перед Запад 2025, закрытое воздушное пространство у границ. Границу поляки закрыли, ой, как все. Потом параллельным курсом, говорят, Приднестровье будут шатать. Какие-то французские спецслужбы вместе с британскими к Санду. Санда выходит, говорит, вмешивается Россия. У них там какая-то кооперация ботов, матрешка, в общем-то, есть. И, в общем, беда какая-то. Ребята, весь мир, помогите, Россия вмешивается в выборы. То есть мы видим, там Приднестровье накаляется, вот там, вот там. Тут Зеленский выходит, говорит, учителя у Путина были какие-то неправильные. И кавалькада просто таких заявлений от Келлога, Джонсона, все приехали в Киев, все выступают там о гарантиях и все. Тут и Пугачева, тут, понимаете, вот все наслоилось и вот к какому-то финалу движется. Что может быть финалом, если цепочка вот этих... это все рукотворные вещи. Давайте будем откровенны. Это все слеплено информационно, слеплено вот физически, да, вот этим всем, и вот подано к столу. И вот что будет финальным блюдом, да, какой будет вишенка на торте? Это медиакартина хайпа, мы живем событиями, мы все время стремимся увидеть какое-то громкое заявление, громкое событие. Началось, или, не знаю, Путин все, или Россия начинает страшную кампанию, или Украина изобрела невероятную ракету. Жизнь так не идет, к сожалению или к счастью. Жизнь идет гораздо более размеренно, и поэтому, безусловно, есть те стороны, которые хотят
спровоцировать, во-первых, или Россию на удар по НАТО, или вовлечение США в конфликт, или превращение войны в ядерную, и, в общем, какой-то большой такой, значит, страшный какой-то конфликт всего мира. Ну, буквально мировая война. Но реальность гораздо более скучная. Россия на эти штуки не покупается, Россия на эти провокации не идет, и Россия продолжает довольно скучно и методично добиваться своего. Несмотря на все воинственные заявления, которые звучат, например, от влиятельных российских чиновников. Поэтому нас жизнь ведет к каким-то ярким событиям, подводит, а в итоге, в итоге чижика съел, да, что называется. В итоге все скучно закончится, Украина все подпишет, скорее всего, да, и все закончится. Поэтому не нужно очаровываться вот этой медийной картинкой. Я думаю, что реальность будет куда прозаичнее, куда скучнее. Вот. Но дай бог как бы всем выжить, да. Люди, которые принимают решения, они тоже люди. И очень часто они подпадают под влияние вот этих вот медийных нарративов. И очень важно не оказаться в плену этих медийных нарративов. Я полагаю, что Владимир Зеленский, не имея большого опыта политика и не имея большой опыт в бизнесе, большой опыт в шоу-бизнесе, это не нужно тоже запихивать под ковер и говорить, он клоун. Да нет, он не клоун, как бы у него есть свой опыт релевантный, который он применяет, да, и иногда вполне успешно, как бы, да, он, будучи там моим врагом, да, политическим, я признаю за ним этот талант. Я поэтому полагаю, что здесь очень важно, чтобы сам Владимир Зеленский, само украинское общество не купилось на эти обещания, не купилось на эти телемарафоны, и не продолжала покупаться дальше, потому что все это ведет к страданиям, к гибели и к разрушениям. Нынешняя ситуация довольно проста, и исход из нее довольно понятен. Можно долго жить на марафоне, на копиуме, на хопиуме, но реальность в итоге очень жестко ударит по голове. И чем позже это случится, тем больнее будет удар. Поэтому четко смотрим. Украина проигрывает, Россия не проигрывает. Можно говорить, что она не выигрывает, но она в итоге своего потихонечку добивается и своего добьется. Мы видим, что Россия готова идти буквально на любые жертвы, и никакие НПЗ, никакие там повышения курса доллара ее с этого пути не свернут. Россия полагает этот конфликт экзистенциальным, вопросом жизни и смерти. Когда у вас вопрос жизни и смерти, так это не так, не важно, он таким видится. Вы ни перед какими жертвами не остановитесь. Запад вмешиваться в войну напрямую не будет. Поляки воевать за Украину не будут. Американцы воевать за Украину не будут. И опять же, хорошего выхода нет. Надо выбирать наименее плохой. Вот давайте, что называется, вместе подумаем, какой выход наименее плохой. На мой взгляд, ситуация довольно очевидна. Путин в ситуации, в которой он сейчас находится, мог бы требовать больше. То, что он требует только то, что есть, это в целом неплохой вариант для компромисса. Как бы кому ни нравилось, если вы хотите более хороший вариант, надо войну выигрывать. Не только на словах Келлога, а на самом деле. А на самом деле такого нет. Поэтому давайте, что называется, договариваться там, где мы можем себе это позволить. Да, друзья, обращаюсь ко всем зрителям из Вьетнама. Разгорелся скандал о том, что публикации в Facebook офиса президента, очень любят во Вьетнаме, и разные вьетнамские аккаунты ставят там кучу лайков. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, да, и приходите к Алексею Наумову на канал «Вне шпол». Алексей, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо, дорогие друзья, всегда рад видеть, надеюсь, что называется, вместе мы через все это пройдем между Сциллой и Харибдой, и дай бог всем, что называется, выжить среди этой смертной любви. Да, любовь еще та, смертная. Берегите себя в этих всех вздохах смертной любви. Добра и света. Увидимся.